Ты можешь мне не рассказывать, если не хочешь. Я даже не сумела своего собственного сына воспитать как надо. Кто я такая, чтобы учить тебя, как надо жить? До того, как я рассказала о своей ориентации, все было хорошо. Люди вокруг всегда считали меня слегка странной, но больших проблем не было. После того, как я призналась, что хочу стать женщиной и сделать операцию, все изменилось. Моя мама много плакала, а папа перестал общаться. Меня уволили с работы, друзья отдалились. Мне нужно было продолжать процедуры, но у меня не было средств, и я увязла в долгах. Несмотря на то, что я освободилась, моя жизнь становилась все хуже. Бедняжка. Я не поклонник южнокорейских сериалов, но даже мне порой попадаются в рекомендациях ТикТока и Ютуба отрывки из дорам. Да ладно уж дорам, кей-поп-группы чего стоят. И наблюдая это многие годы, у меня сложилось впечатление, что Южная Корея одна из самых открытых и комфортных для жизни стран. Напишите в комментариях, если думаете так же. Ведь наблюдая таких сладких и ухоженных гетеро-персонажей из дорам, думаешь о том, что предрассудков у жителей Южной Кореи попросту нет. Будь ты хоть геем, лесбиянкой или трансгендером, ты найдешь свое место под солнцем. Но второй сезон сериала «Игра в кальмара» снял с меня розовые очки. Введение в сюжет трансгероини стало большим шагом, который, несмотря на удачность, вызвал споры и ненависть как к создателям, так и к самому актеру, которого впоследствии отменили. Привет, меня зовут Денис. Меня сложно удивить спорами и ненавистью, которые возникают вокруг нескрепных героев фильмов и сериалов, но эта тема меня по-настоящему поразила. Для Netflix, да чего уж тут, всего современного кинопроизводства стало нормой вписывание квир-персонажей или квирности буквально во все. Без сомнений, это помогает в репрезентации и делает людей с разнообразной ориентацией нормальными в глазах большинства. Но иногда это сделано так криво, что хочется удалить из интернета такое творчество и помощь в репрезентации. И на фоне всего этого второй сезон «Игры в кальмара» выглядит как настоящий подарок с небес. Чо Хон Джу, та самая трансгероиня, которую сыграл мужчина, настолько лаконично, душевно и органично вписана в сюжет, что я по-настоящему сопереживал ей. И пока гомофобов не разорвал фонтан из желчи и гноя, уточню, что «Игра в кальмара» и в первом сезоне репрезентировала меньшинство. На тот момент это был персонаж по имени Али, который был иностранцем, работающим в Корее. Говоря научным языком, шах и мат гомофобы. Сценарист «Игры в кальмара» занимался актуализацией общественных проблем еще до того, как Netflix выкупил сценарий и на сериал обрушился успех. Так чем же так идеально в моих глазах Чо Хон Джу, игрок 120? Ее драматическая история о том, как она, будучи первоклассным солдатом, лишилась сначала работы, а затем и семьи после камин-аута, цепляет. А последующий факт, что она влезла в кучу долгов, чтобы совершить переход и чувствовать себя самой собой, окончательно добил. Мне несложно представить ситуацию, когда я лишаюсь любимой работы, семьи, да и вообще может быть свободы, лишь за то, что я тот, кто я есть. И это оставляет гигантскую дыру в сердце. И хоть 456 игроков в сравнении с количеством людей во всем мире выглядит мизерным, но это такое же общество, которое репрезентативно. Если ты искренний и открытый человек, который относится к другим людям по-человечески, то и подобное отношение окружающих к тебе не заставит себя долго ждать. Поэтому Чо Хон Джу полюбилась как другим персонажам, так и мне. И я уверен, что огромному числу зрителей. Напишите в комментариях, если вам понравилась эта сильная и одновременно с этим беззащитная перед обстоятельствами героиня. В этом я вижу силу репрезентации, представлять людей людьми. И только в таком случае она работает. И в этом самом месте моя гипотеза полностью рушится. Оказывается, что искренности и открытости мало, чтобы удовлетворить людей. И сейчас я говорю не про агрессивных гомофобов, а про сообщество, которое в пух и прах разгромило создателей второго сезона «Игры в кальмара». Если набрать запрос «Транс из Игры в кальмара 2», то на вас польется огромное количество грязи и ненависти, как с российского сегмента интернета, так и заграничного. И претензия к сообществу
проста и логична. Цисгендерный актер не может играть трансперсонажа. Говоря простым языком, гетеросексуальный мужчина, родившийся и считающий себя мужчиной, не может играть транс-женщину, то есть женщину, у которой при рождении был определен мужской пол, потому что это получается своего рода карикатура. Транс-женщина — это не женщина, а нелепый мужчина в женской одежде. Звучит сложно. В целом, проблемы транс-людей настолько сложны, что путь их освещения кажется мне очень тернистым и непростым. И эта ситуация стала ступенькой, о которую мы споткнулись, следуя этому пути. Но если разобраться, кто такие мы, то здесь не найдется единого общества. Для Южной Кореи и России появление органично вписанного в сюжет персонажа – настоящее событие. Если с Россией все понятно без слов, у нас природные явления запрещают, ассоциируя с экстремистскими организациями, то с Южной Кореей чуть сложнее. Несмотря на обилие гей-дорам, ориентация человека все еще проблемная тема. Люди подвергаются дискриминации, о чем нам и говорит сериал. Неспроста же героиня вообще хотела уехать в Таиланд. А для более прогрессивного Запада такой подбор актера в корне неверный. Как я говорил, это своего рода карикатура. Транс-женщина — это не женщина, а нелепый мужчина в женской одежде. И как оказалось, что для одних хорошо, для других плохо. Понять споры вокруг игрока 120 и позицию транс-людей можно, но путь репрезентации, да и любой путь без ошибок и промахов, это не путь. Это сказка, которая с жизнью не имеет ничего общего. Если на Западе проблемы другого, более высокого уровня, то в России и Южной Корее они на порядок ниже. Большинство россиян вообще не понимают, как это, что человек может ощущать себя не тем, кем он родился. Уважение – вещь двунаправленная. Если кто-то хочет, чтобы его уважали, то и он должен уважать других людей. Порицать других за союзничество тем, кто в нем нуждается, это подло. Пусть для одних игрок 120 не идеален, но для других она маяк, освещающий непроглядный путь. А после всего этого актера Пак Сон Хуна и вовсе отменили. А потому что он загрузил в сторис нельзя грамма изображения из японского порно, пародирующего игру в кальмара. С игрой слов Squad Game, Squirt Game. И все это произошло посреди недели национального южнокорейского траура по поводу крушения самолета. Я оставляю вас наедине с таким послевкусием. Кто прав, а кто не прав в спорах вокруг второго сезона игры в кальмара, решать лишь вам. Поэтому поделитесь в комментариях своим мнением. Меня зовут Денис. Я был безумно рад увидеться с вами в первом ролике 2025 года. Спасибо вам за просмотр и отдельная благодарность моим платным подписчикам на Бусти. Джараяна, Тех, Денис Кузнецов, Александр Коргиос, Сирин. До встречи. Пока-пока. Пока.